Сегодня мы обсудим, какую иглу выбрать для шитья на швейной машинке в зависимости от типа и плотности ткани. В первую очередь обратим внимание на качественного производителя. Я чаще всего работаю с иглами производителя Schmetz. Также достаточно хорошим является Orgam. С иглами этих производителей у меня никогда не было никаких проблем. Они качественно сделаны и хорошо себя ведут. Теперь обратим внимание на размер иглы. Смотрите, вот эти цифры означают размер иглы. Чем больше эти номера, тем толще игла. Вы можете приобрести иглы как в наборе одного вида, так и смешанный. Какую же толщину использовать для чего? 80 и 90 подходят для ткани средней плотности. Например, это будет средней плотности хлопок или лен. Самое главное при выборе толщины иглы не забывайте, что до того, как приступить к пошиву основного изделия, надо попробовать шить на небольшом отрезке ткани и посмотреть, все ли вас устраивает. Возможно, придется изменить толщину иглы или нить. Если же вы хотите использовать легкие ткани, например шелк или что-то подобное, то толщина иглы будет уменьшаться, как и номера на обозначении. Вы можете попробовать использовать 75 или 70, возможно, также 65 или 60, в зависимости от ткани. Чем меньше номер, тем острее и тоньше игла. Тот же принцип применяется, когда ткани будут более плотные. Например, если вы будете работать с плотной джинсой, то, например, может быть 100 или 110. Что же произойдет, если применить неправильную иглу для работы? Когда толщина иглы слишком большая, то игла будет захватывать нити ткани. Эффект может выглядеть как при неверном натяжении. Если же использовать слишком тонкую иглу для ткани, то игла может сломаться. Теперь обратим внимание на тип иглы. Самые распространенные иглы – это универсальные. Ее можно использовать почти для всего, но не забывайте, что для некоторых типов ткани разработаны специальные иглы. Сразу рассмотрю на примере. Например, трикотаж. С каким бы трикотажем вы ни работали, надо быть всегда уверенным, что будет использоваться специальная игла для трикотажа. На конце эти иглы специально закруглены, в отличие от других типов игл. Это защищает при шитье нити ткани от повреждения. Если шить обычной иглой, то нити ткани могут быть повреждены, и при растяжении ткани начнут образовываться дыры. Также рассмотрим иглы для джинсы. Для них применяются вот такие иглы, которые специально разработаны для работы с джинсой. Они специально усилены и могут избежать пропуска стежков при шитье. Под конец стоит проговорить, как часто надо менять иглу. Это достаточно спорный вопрос. Можно ответить на него так. Как только она затупится. Это можно проверить, аккуратно уколов палец и сравнив укол с новой иглой. Я так не делаю и меняю иглу после каждого готового изделия. Надеюсь, что вам понравилось и мои советы вам пригодятся. Спасибо. Пока-пока.